Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 31 июля. Давайте узнаем подсказки карт. И этот период из 10 дней, он будет для нас важен тем, что астрономическое, астрологическое явление новолуние. И это происходит в знаке зодиака Лев. Именно Лев это где-то ассоциируется с нашим самовыражением, с нашими амбициями. Вот, наверное, самый главный вопрос, который мы должны себе задать, а действительно ли мы этого хотим? Действительно ли мы хотим что-то продолжать? Или какую-то даже историю, может быть, возвращая, нужно задать вопрос, а действительно ли я этого хочу, продолжения, или нет? И эти амбиции ваши или планы, цели поставлены, и это будет иметь принципиальное значение, причем ко всем сферам жизни, как и ваша работа или достижение, у кого-то учеба, в каком направлении да, мне двигаться, как я себя вижу, в чем я могу добиться успеха. Второй момент – планирование, причем не на короткий период, а как я вижу вот на такое более дальнее расстояние. И третий момент – это тоже важно, это отдых, как ни странно. Отдых имеется в виду не ничего не делание, а активность какая-то. Может быть, это вопросы решения, связанные с вашим здоровьем. Или наоборот, была какая-то пауза, была бездеятельность. Может быть, где-то это перекликается с вопросами вашего одиночества. Когда закончится этот стопор? То есть предполагается, что все равно наша активность, наши какие-то первые шаги, они должны быть сделаны. И также мы говорим здоровье, да, здоровый образ жизни, у кого-то диета, может быть, кому-то килограммы лишние мешают, а наоборот, кому-то не хватает, я такое тоже могу допустить. Имидж или сломать о себе шаблон. Это очень символично. Согласно другому транзиту, Уран у нас в Близнецах, а Уран, как известно, меняет стереотипы, ломает шаблоны. И, может быть, вы, мои дорогие козероги, понимаете, люди меня предвзято воспринимают. Мне это мешает, мешает добиться моих поставленных задач. А также я должна сказать, что планы или какие-то идеи, которые вы примете для себя важными, вы можете взяться за них или за реализацию какого-то вашего намерения, которое в будущем, вот именно вот это с планированием связано, в будущем вам тоже принесет новые финансовые перспективы или станет для вас, например, вашим как делом личным, может быть, номер один. Может быть, это связано с творчеством. Тут о себе не забыть, это очень важно. И должна сказать еще и такой нюанс. Бывшие могут появиться из разряда тех людей, которых мы хорошо знали. И, может быть, если это касается отношений, личной жизни, и прежде были проблемы, будьте благоразумными. Потому что этот период новолуния во Льве нам говорит о том, что если эта проблема уже обозначилась, вряд ли она исчезла сама по себе. И тут самому себе не надеть розовые очки и не навредить. Может быть и такой момент, когда вот эти энергии, они могут выражаться для некоторых из нас. Не обязательно, я не имею в виду ваш знак зодиака. Это люди, которые нас окружают. Вот кто-то может быть чересчур эмоциональными, поэтому будьте готовы к тому, что могут быть из разряда токсичных людей, как мы их называем, да, которые могут с нами спорить. И для нас это тогда тоже своеобразный знак судьбы. Мы учимся преодолевать разные формы общения, не вступать в конфликт, а наоборот нейтрализовывать или не откликаться на какую-то чью-то чужую ерунду, правда? Вот эмоциональный фон здесь может так немножко штормить. Ладно, идем с вами дальше. Что же или кто же вас удивит? С чем это будет связано? Первая карта. Вторая карта. Что из прошлого, уже вам знакомого, требует вашего внимания? Не обязательно это связано с человеком. Может быть, это сама по себе ситуация. Ваша фортуна, мои дорогие, в чем вам везет, или ваш успех, в чем ваша сила? И по основным сферам жизни. Первое – это у нас ваши достижения, дела, работа, бизнес, документы, у кого-то учеба, энергия финансов, любовь и личная жизнь и вопросы дома. Вторая колода. У нас 78 дверей, и принципиальное значение имеют двери. Открытые, закрытые. Куда мы пойдем, а куда, может, не пойдем. Или как открывать эту дверь. Знаки судьбы. 3 карты и 3 знака судьбы. Что нужно принять во внимание.
Первый знак судьбы. Второй знак судьбы. И третий знак судьбы как подсказка. Что же вас удивит? По семерке мечей. Да, действительно, у кого-то были либо конфликты, либо был обман. И здесь двояко. Вы могли сами участвовать словно в какой-то игре. Может быть, вы и знали, что здесь, ну, как-то зыбко. С правдой тут сложновато. Но на какой-то период времени вы приняли эту игру. Может быть, для кого-то не было других вариантов, к сожалению, в жизни. И такое тоже бывает. Но, видимо, последняя декада июля настало время, мои дорогие козероги, наконец-таки прозреть. Вот, видимо, вам нужно будет делать какой-то выбор, и это может быть для вас несколько сложновато тем, что, с одной стороны, какая-то зыбкая, непонятная сама по себе ситуация, или контакты с конкретным человеком, который вам что-то, может быть, и обещает, а прежде была история со знаком минус. Пусть это на уровне ваших ощущений. Не игнорируйте подсказки собственной души, потому что по семерке мечей именно наша интуиция нам иногда подсказывает, как куда не ходить или чего лучше не делать, или не действовать в определенном направлении. Здесь будет важно вообще не замечтаться. Называют эту карту картой вора, хоть нигде это не прописано, поэтому особое внимание нужно уделять сумочкам, может быть, кошелькам, паролям аккаунтов, платежным системам, электронным, да. Мы все пользуемся приложениями, поэтому, может быть, и перепроверить, не переходить по непонятным ссылкам, самого учиться себя беречь, но и не участвовать в какой-то, может быть, и афере. Вот я такое тоже могу предположить, потому что тут ведь могут и втянуть. Вы можете видеть в каком-то одном формате, а преамбула этого действа, она как чей-то замысел может быть. Держите глаза открытыми. Но есть и другой момент, мои дорогие, забрать свое. Вот такая неоднозначная карта. Поэтому забрать свое может быть какая-то прежняя история, когда вы понимаете, что это в отношении вас была какая-то нечестность, и у кого-то банально деньги не отдали, может быть и так. И значит, нужно быть аккуратным. Какая-то прежняя, опять же, история вас, может быть, должна научить тому, что, но не все так однозначно лежит на поверхности. Есть определенно то, что скрывается в тени. Не случайно нам Чаромаркети в этой колоде прорисовал молодого человека и лису. Лиса – это где-то скрытый враг. Или это тот, который нам транслирует одно, а замысел у него совершенно иной. И расходятся, как и молодой человек, так и лиса в разные стороны, но оба оглядываются. Оба персонажа, я имею в виду. Будьте внимательны. Вот здесь вы и сами можете узнать о каком-то человеке тайну. Но ведь вы можете узнать как какой-то фейк, мои дорогие. Будьте реалистами. Может быть, это у кого-то, мы не знаем замысла, опять же. Есть такой коварный план, и вам, к примеру, как сорока на хвосте принесла, кто-то начинает о другом человеке, о другой персоне, вам доносить какую-то информацию, пытаясь сформировать определенные отношения в вашей душе к заданному персонажу. Тогда не принимайте на веру чужих слов. Здесь вам нужно перепроверять. Здесь вам, ну, где-то пытливый ум. И причем, когда вы это делаете тоже в тайне. Вы не рассказываете о том, что вас что-то не устраивает, а вы обдумываете, анализируете. Холодная голова и критическое мышление вам помогают. Что из прошлого уже знакомого требует вашего внимания? Вот эту тему, которую мы только что раскрыли, продолжает карта мага. Конечно, у мага у него все инструменты в руках. Здесь получается или может получиться для кого-то из вас, либо я манипулирую, либо мной манипулируют. Вот этого я не исключаю. Всего лишь две карты, а ситуаций миллионы. И мы все разные. И даже если объединяет вас один знак зодиака, а ведь вот подобные энергии могут проиграться в любой сфере жизни. Но явно мы не должны попасть в какую-то мутную ситуацию. Вот это да. Поэтому для себя правду нужно знать четко. И если вы соглашаетесь на какую-то игру, повторюсь, вы должны ее четко также понимать, мои дорогие козероги, как вы будете выходить, если что-то пойдет не так. Все контролировать ваша задача. Причем контроль по аркану маг – это такой
исподволь. Это не тот, который явный. Это тот, который без доказательств. Мы можем, кстати, и уйти по-английски. Может быть такая ситуация, когда нужно срочно как-то вот ретироваться. Сложно даже представить, ну, их сложно перечислить, точнее, в рамках одного видео, в формате одного видео. С одной стороны, это ведь и ваши могут быть такие же энергии, когда вы надумаете свой какой-то план, и тогда просчитывайте на разные варианты. Вот хочется сказать, что я буду делать, задавать себе вопрос. И если, вот как я представлял или представляла, что-то оборачивается совершенно в другом ключе становится или идет не в том направлении мои действия. Маг надеется всегда сам на себя. У вас очень сильные энергии этого периода, но с ними нужно очень правильно взаимодействовать. В чем ваша удача, в чем ваша фортуна? Рыцарь жезлов – это тот, который готов к неожиданностям. Будьте готовы к неожиданностям, хочется сказать. И причем эти неожиданности могут быть связаны с какой-то поездкой. Или вы услышите информацию, когда вы понимаете, ну вот, или я сейчас действую, или я куда-то опаздываю, или потом не будет возможности. Здесь вы можете услышать разного рода информацию, которая может вас отчасти шокировать. Здесь может быть и та информация, которая вам открывает глаза. Я говорила об этом. И поэтому вот все то, что по магу, когда вы себе задаете вопросы, как будто просчитываете свою траекторию действия загодя. И мы с вами делаем расклад не для того, чтобы вот предугадать. Мы не гадаем, мы предполагаем, вместе размышляем и допускаем развитие альтернативных вариантов, событий как раз. И поэтому вот эти альтернативные варианты вам как нужно иметь план А, план Б, план С, может быть. И быть готовым к тому, что что-то будет меняться, и вам придется это переиграть, переделать. Может быть, и откликнуться на что-то. Но при этом, как и контролировать себя, так и контролировать все то, что вокруг вас. Сама по себе карта драйва, карта возможностей, карта как и скорости, и мы говорим, что не упусти какой-то момент, может быть сложная какая-то ситуация у вас и решится теперь. И она не решится сама по себе, а она это с вашим правильным взаимодействием или с вашим правильным участием будет. И вы, скорее всего, будете вынуждены действовать не совсем так, как вы планировали. Поэтому будьте гибче, когда будете корректировать свои планы. Как будто все три карты говорят как раз о том, что корректировать планы приходится, нравится это нам или нет. Давайте мы узнаем, посмотрите, на кону ваш статус. Вообще возможности, которые с одной стороны нужно не упустить, а с другой стороны и себе не навредить. Карта императрицы, она себе не вредит, она сама себя сохраняет. И, кстати, карта говорит, надейся сам на себя. Это очень добрая энергия, это прекрасная какая-то возможность, но она может быть в тени, кстати. И поэтому, если мы думаем, что мы себе какой-то план построили, и сейчас вот оно как по какому-то ровному шоссе, по широкой дороге будет продолжаться, отнюдь нет. Тут есть постоянно какие-то закоулки, хочется сказать, да, или какие-то варианты в виде мелких ситуаций, каких-то новостей, странных людей или тех людей, от которых мы ну, где-то чудес не ждем. Вообще, будьте прозорливы, внимательны. Холодная голова от начала до конца. И по карте императрицы надежда на собственные ресурсы. Но это удивительное время, несмотря на какую-то путаницу и хаос. У вас есть возможность, вплоть до того, чтобы изменить статус. Изменить для себя, ну, как сделать свою жизнь более понятной, более прогнозируемой. Развеять свои какие-то лучшие качества. Ведь карта императрицы, она нам о плодовитости. Может быть, мои дорогие девочки, для кого это актуально, ну, так должна сказать. Вы можете, ну, вот как, если это соответствует вашему возрасту и намерениям, целям, вы можете узнать, что я жду ребенка. И пойдете проходить какие-то обследования, займетесь собой напрямую. И тут присоединятся вопросы дома, вопросы взаимоотношений, вопросы работы. Вот как будет какой-то комплекс. Для кого-то из вас, если ничего подобного нет, это как и для мужчин, так и для женщин. Опять же, ваш статус, ваше благополучие и плодовитость. Императрица говорит о ваших идеях, о ваших замыслах.
о каком-то, ну, как цель поставленная, и она может быть достигнута. Может быть, в этот период что-то будет меняться. Причем меняется это, знаете, слушайте интуицию на самом деле, потому что вот явных признаков может и не быть, а как ваша чуйка вам подсказывает, мои дорогие, или как вы видите вокруг вас. Что-то вот словно пространство уплотняется, и все идет дорогой перемен. И тут себя правильно подать, правильно о себе заявить. Может быть, если и раскрыть свои качества, какие-то даже которые от вас окружающие не ждут, но сделать это красиво и элегантно, как делает императрица. Тут даже статус можно изменить по работе или задуматься всерьез о том, что вот с этого момента я строю карьеру, а для кого-то это как вторичный доход, может быть такое, как ваше личное дело, творчество, или пусть это ваше ремесло, ваш какой-то навык. Вы тоже можете захотеть или начать обдумывать, каким образом я могу работать на самого себя. Это очень символично все, как и сфере достижения, и одновременно такому шикарному, благополучному аркану императрица. Деньги. И побудительный мотив у кого-то будет именно потому, что маловато денег, прямо скажем. Или была какая-то ситуация, может быть, и минусовая, у кого-то, я могу предположить. Просто побудительный мотив — кредиты, которые вы вынуждены платить. По тройке мечей это не новость. Это не есть что-то нам совершенно незнакомое. Это, скорее всего, какой-то вопрос финансовый, который мы раз за разом пытались решить, но мы действовали каким-то шаблоном. Он теперь не срабатывает. И карта нам говорит: то у тебя уже был козерог какой-то финансовый минус или какая-то финансовая, может быть, оплошность. У кого-то, мои дорогие, вполне вероятно была оплошность, когда вы либо, ну, были чересчур самонадеянны, или у вас прежде был какой-то такой стабильный период, и вы взяли на себя обязательства. И теперь получается так, что у нас все меняется вокруг нас, мы живем с вами в эпоху перемен. Кто-то, к примеру, поручительство подписал за другого человека. И вот с течением времени у другого человека уже планы поменялись, а поручителем остались вы, де юре. И вы понимаете, что и из этой ситуации мне тоже нужно выйти. Уже когда-то прежде вот какой-то минус сопровождался очень сильными эмоциями, разочарованием, предательством. Ну вот сродни таких даже. Тут ведь у каждого по-своему. Но теперь уже эмоций нет. Это карта здорового, холодного равнодушия, когда мы понимаем, что вот нам нужно что-то исправить. Нам нужно действовать совершенно по-другому. И можно сказать, все то, что я говорила до этой карты, вам действительно помогает. Внимание к финансам. Вверху аркан мага. Мы не должны повторить какую-то ошибку, но и самим нам приходится действительно как будто выкручиваться, хочется сказать, или рассматривать альтернативные варианты. Ну, действительно, дорога — это не прямое шоссе, а есть какие-то извилистые закоулки, по которым нам, может быть, и нужно пройти как-то аккуратно, бочком, не навредив самому себе, не все однозначно. Или ломается какой-то шаблон. Может быть, какая-то финансовая система, которая вам была привычна и понятна, она тоже меняется, и вам нужно адаптироваться и организовать свою жизнь совершенно по-другому. Сфера личной жизни, любви. Ну, по пятерке пентаклей, пятерка — это мелкая карта, я должна сказать. И всегда пятерка — недостаток. И пентакли — недостаток, вот действительно какой-то минус может быть, как и по финансам. Может быть, это касается вашей семьи, что либо деньги задерживаются, либо вот ситуация, когда платежи присутствуют, а доход, он несколько уменьшился, или он не подступает в том ключе, как вы вот рассчитывали, может быть, или в какой-то прежней сумме, да, вот здесь вот есть какие-то варианты. Вы чувствуете, что на все желания или какие-то хотелочки ваши из прошлого здесь, ну, тоже не вписываются в какой-то бюджет. На этой основе или на вот каком-то финансовом минусе, будьте внимательны, у вас не должно быть недопонимания с близкими. Здесь нужно все обозначать
правильно. Может быть, это вам придется многократно что-то повторить, причем безэмоционально. Может быть, и к вам кто-то обращается за поддержкой финансовой, и тогда, мои дорогие, вам тоже нельзя просчитаться. Уже не одна карта говорит, что все же финансы, к ним какое-то особое внимание, или, я бы сказала, для вас финансы, они требуют вашего другого отношения. Пересмотреть вообще какой-то формат вашего участия либо в деле, либо в работе, либо это связано с документами, или, может быть, как вторичный доход. Тут нужно не просто быть реалистами, а еще и оставлять какую-то подушку безопасности, чтобы не было вот этого финансового минуса. И не должно быть взаимопонимания, вот нарушения, да, именно когда мы из-за финансов с кем-то ругаемся. Здесь нам придется держать баланс. Нарушение баланса идет всегда по пятерке пентаклей. Я могу предположить, кстати, что деньги могут попросту где-то задерживаться, и вам придется какой-то, может быть, обходной маневр искать, потому что даже на какие-то несколько дней вам выйти из какого-то финансового минуса придется, может быть и так. Но и карта говорит, наперед нам нужно что-то просчитывать. Значит, у вас ресурсное время. Посмотрите, у вас две шикарные карты. Есть как минимум один человек, кстати, мои дорогие, который вам может прийти на помощь, выручку. Но вы должны быть с этим человеком, с одной стороны, откровенны, может быть и так, проговорить какие-то определенные сроки, да, если это касается именно финансовой стороны дела, а может быть это касается какой-то важной бумаги, и прежде вы не смогли договориться, значит, тоже будете искать человека, который вам может содействие оказать по определенному вопросу. И пусть это даже не есть сама любовь, да, а касается именно вашей личности. Тут ведь по пятерке вас явно что-то не устраивает. Поэтому, с одной стороны, это как ситуация выбора. Выбора, как выкрутиться из этого или выйти из создавшегося положения. Или, может быть, свести к нулю какой-то конфликт. Знаки судьбы. Будьте рациональны. Для кого-то из вас иногда пятерка пентаклей вот банально говорит, если ты чувствуешь какое-то недомогание с учетом семерки мечей, тут не надо додумывать, тут надо идти к врачу, потому что только врач объективно может оценить ваше самочувствие, состояние здоровья. Может быть, пройти обследование, сдать анализы, то, что скажет доктор. И рационализм вам буквально помогает. По королю мечей мы не идем, кстати, против закона. Мы так вот вскользь сказали, что аферы точно со знаком минус. Допустим, не участвуйте в какой-то лотерее. Но мои расклады вообще ни разу не про лотерею. Но если кто-то... Легкие деньги опасны просто даже на весь период Плутона в Водолее. И если мы думаем, что мы сейчас на кон что-то поставим и получим эквивалент, то тут есть риск все проиграть, причем в большой сумме. И с учетом короля мечей что-то подобное не нужно замышлять в плане обойти закон. Обойти, может быть, есть возможность, но это не методом каким-то недопустимым. А когда нужно изучить этот закон, найти толкового адвоката, найти толкового юриста. Ведь очень часто к любому закону есть подзаконные акты и есть какие-то варианты, мои дорогие. И то, как видите вы, ведь по этой карте, по королю мечей, вот именно специалисты проходят. Те, которые знают вот это ноу-хау, знают как действовать, как поступить, как работает закон или как оформить какой-то документ. Да, человек действует в рамках своей должности или полномочий, но у него это уже отработано, он профессионал. Вот вам как знак судьбы. Ты тут сам, козерог, не додумывай, потому что ты тут можешь перемудрить. Ты держи и глаза открытыми, и где-то критическое мышление включи по максимуму. И если это необходимо, ты должен понимать, как в отношении тебя работают приказы, может быть, какие-то документы, подписанные вами документы или буквально закон. Рационализм от начала до конца. Знак судьбы второй. Вот себе не навредить – это факт. Обратите внимание. В этой именно колоде карта Луна, старший аркан, очень понятно прорисовано, что нам хочет передать художник. Мы говорим, открыты двери или закрыты. Вот по части нахождения специалистов или рационализма, открытые двери. Все, по сути дела,
на поверхности или, может быть, как на ладони, захотим мы это увидеть или принять во внимание, это уже другой вопрос. Но есть и та ситуация, когда вы должны себя сохранять. По аркану Луна – это 1000 неопределенностей. И я всегда говорю, попутно остерегайтесь толпы. Тут ведь вам нужно контролировать буквально все то, что происходит и с вами, и вокруг вас. А когда мы находимся в толпе, есть фраза «меня несет толпа», тогда мы вообще не контролируем. Поэтому если вдруг, внешне даже, да, вы оказываетесь в месте скопления людей, вам в другую сторону. Аналогично мы можем переложить на коллектив, допустим, рабочий, если вы работаете по найму, вы можете столкнуться как с разными коалициями. Такое тоже, к сожалению, бывает. Ну или с какой-то подобной историей, когда коллектив даже, кто-то за руководителя, кто-то против, кто-то начинает какие-то там подковерные игры, кто-то наоборот там к чему-то призывает. Вот вам ни направо, ни налево. Ваша задача – нейтралитет. Иными словами, вы должны попасть вот за эту дверь. И нам ведь показана Пизанская башня. И вроде кажется, падает, а тем не менее стоит столетиями и еще столько же простоит. И даже пусть это кажется что-то хлипко ненадежное, но это место вашей защиты. Это вам нужно открыть вот эту под наклоном дверь, что уже не просто нам художник передает. И дверь закрыта, ключа нет, но есть страж двери. Это и есть ключ. Хамелеон. Вам придется договариваться с хамелеонами. Не случайно карта мага. Что-то вы, то, что видите или воспринимаете, или как вы анализируете и вам кажется в моменте сейчас – это еще пока только очертания. И в последующем ситуация будет развиваться дальше, и конечный продукт вы будете видеть попозже, но не теперь. Поэтому себя сохранять – это вам как знак судьбы. Третий знак судьбы. Вот все ключи должны быть в ваших руках. Пусть это будут в виде хамелеонов, да, с которыми вы правильно провзаимодействуете. Поэтому где-то хитрить, видимо, придется, хочется сказать, будьте мудрыми людьми. Карта мага, она как раз о мудрости говорит, хотя допускает манипуляции. И кто знает, где заканчивается мудрость и начинается хитрость. Потому что не все, вот, как понимаете, на 100% предопределено, по крайней мере в этот период, о чем нам говорит аркан Луна. А еще будет что-то развиваться. Или механизм, как история. Может быть, это связано с внешними событиями. Всегда ведь старший аркан именно той ситуации, которая к нам приходит в виде обстоятельств, новостей каких-то. Это на нас извне. Обстоятельства так влияют, когда нам приходится принимать как новые правила игры. И мы тут не можем изменить. Тут мы себя сохранить должны. И вот эти ключи вы должны понимать, к чему что идет. Нам двери закрытые, показаны, да? А показана женщина. Ключи-то. Ключики в ее руках. Вот ключики сейчас в ваших руках. Но какую дверь открыть, а какую дверь закрыть, решаете только вы. А туз пентаклей – это еще и карта возможностей. Поэтому это информация как возможность. Может быть, вам она не нравится, может быть, она шокирует. А нужно проанализировать, а для чего в мою жизнь пришла эта новость или информация. Или пусть это связано с каким-то другим делом. Тут нужно постоянно анализировать. Вот это хладнокровие вам помогает. И не повторять какой-то прежний шаблон, не действовать как прежде, потому что это тоже не помогает. Это будет, ну, как что-то рушиться или ставить, наоборот, в тупик, или повторять какую-то прежнюю замшилую ситуацию, которая тоже в конечном итоге приведет либо к разочарованиям, а то и к какому-то конфликту. Или вы столкнетесь с людьми, когда, ну, человек хитрее вас. Поэтому тут нужно не дайте себя где-то облапошить, с самого начала нам об этом сказали. Но и понимать еще, что и вы можете чего-то не видеть. Поэтому будьте магами и волшебниками, мои дорогие козероги. Как будто другого до конца июля вам не остается. Но все ключи в ваших руках. Перекладывайте на себя. Спасибо, что смотрите мои видео, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за ваши отклики. Оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.